Так, я всех приветствую. Вот, сделал очередную демку. Когда вы ее запустите, да, то у вас появится вот этот первый по умолчанию, который уровень. На ней, уже знакомая вам машина, BMW. И, значит, тоже уровень. Ну, слегка я его обновил. Тут деревья новые добавил. Вот, в принципе, управление здесь W это газ, S тормоз, а D это значит у нас рулить. PL передача выше, ниже. Также F, если нажать, то можно будет посмотреть на вектора сил. И Tab это сменить вид на такой вот кинематографический или как это, в общем, с телевизионной камеры. Вот. Можно проехаться. Не буду показывать весь проезд, в принципе, вы это сами посмотрите. Что здесь нового интересного я добавил, если нажать клавишу Shift, так, да, чтобы появился курсор. Здесь вот есть такая иконка, инструменты, и вы можете здесь увидеть, появляется виджет, где вы можете выбрать категорию Engine, Clutch, Gears, Diff, Suspension, Brakes, Tiers, Tires, Aero. То есть вы можете настроить, выбрать какой-то агрегат, да, и можете сделать какие-то настройки. Например, да, мы можем поменять параметры подвески, к примеру, да, то есть мы можем изменить длину подвески, передний, задний, изменить жесткость подвески, жесткость амортизаторов, жесткость балки поперечной устойчивости. Ну, то есть в таком духе. И вот, например, по умолчанию открыта категория шины. Здесь можно изменить, значит, коэффициент сцепления максимальный. Допустим, да. Это вот латеральная жесткость, то есть SA Peak F, SA Peak R, то есть это slip angle, то есть угол скольжения, при каком угле скольжения шины покрышка может сгенерировать максимум силы. То есть по умолчанию здесь 5 градусов, можно сделать больше, можно меньше, и увидите, как изменится управляемость автомобиля. Вот. Ну и здесь еще есть один параметр интересный, relaxation lane, то есть длина релаксации. Если его сделать очень большим, то колеса становятся как желе. Вот. Не знаю, видно это или нет, должно быть видно, то есть они, видите, пружинят очень сильно. Ладно, более подробный, я запишу более подробный гайд по вот этим вот настройкам, что за что отвечает. А сейчас давайте я вам покажу следующий. То есть в новой демке тут доступно 3 уровня, то есть мы можем нажать клавишу тильда. Я, к сожалению, еще до сих пор никак не научился делать виджеты, чтобы, менюшки, чтобы делать всякие там переходы между уровнями, там, и так далее, но каюсь. И обещаю, что в следующий раз исправлюсь. То есть должна быть английская обязательно раскладка. Пишем open и, например, пишем surface test. То есть это название уровня, нажимаем Enter. Вот, и мы попадаем в новый уровень. Да, здесь у нас доступно целых 2 автомобиля. Целых 2, о боже, представляете? Неслыханное. Так. Так, только у меня мышка немножко лагает. Давайте мы его нажимаем. Так. Нажимаем 1. Да, мышка у меня лагает. Нажимаем R. Да что такое? Вот, все, теперь нормально. То есть клавиша 1 и клавиша 2 у нас позволяет переключаться между спавнами. То есть мы можем заспавнить, то есть взять под контроль либо один автомобиль, либо другой. Вот. Ну и здесь Subaru Impreza. В общем, что здесь интересно? Вы видите, у нас сверху, слева сверху у нас есть, выводится некая информация. Engine Max Torque. Это значит максимальный момент крутящий двигателя. Мы можем изменять его
клавишами плюс-минус, на нам клавиатуре нам плюс, на минус. То есть я могу сделать совсем дохленький автомобиль. Переключать передачи также PL на клавиатуре на основной. Вот, то есть он совсем вот дохленький, он сейчас чахленький автомобильчик. Вот, если я раскочегарю его там до 400 ньютон-метров, вот, он у меня, видите, становится более агрессивный. Так, далее. Клавиша Insert Delete, значит, меняет распределение крутящего момента между осями передней и задней. Вот у меня есть строчка там Torque Split, Front Rear, 40 на 60 по умолчанию стоит, да? И Insert, сам клавиша Insert я могу в пользу передней оси, значит, распределить. Вот, видите, у меня сейчас машина как переднеприводная себя ведет. То есть у нее передние колеса ведущие. Либо наоборот, я могу клавишей Delete могу перебросить момент полностью на заднюю ось. Вот. И машина будет себя вести уже как заднеприводная автомобиль. Вот эти пончики начинать нарезать. Ну и в целом машина более становится такая с избытком поворачиваемости, да. Чем больше момента на передней оси, больше недостатка, на задней больше избытка. Так, ну мое любимое распределение где-то 30 на 70. Также клавиша рядом Home End. Видите, у нас переключается, то есть вверх-вниз между тремя дифференциалами. То есть у меня здесь есть 3 дифференциала. Мы можем их настроить. То есть мы можем выбрать текущий дифференциал. Ну, например, я выбираю вот Diff Rear Lock Ratio, то есть блокировка с заднего дифференциала. И могу клавишей Page Up, Page Down. Я могу выбрать блокировку, то есть от 0% до 100%. То есть я могу полностью заблокировать его. Теперь я могу перейти, например, на передний дифференциал, ну и, допустим, 10%, ну 20%. И центральный дифференциал. Центральный дифференциал я не советую блокировать больше 100%, потому что возникает вот такой вот неприятный глюк. Колеса начинают как бы самопроизвольно вращаться, поэтому максимум 40-50% максимум, как бы, ну 60, наверное, еще можно. Ну лучше вот не больше 50%. Там это зависит, поведение от еще от максимального момента, который будет генерироваться в дифференциале. Вот, ну, в общем, тоже можете поиграть с этими настройками, посмотреть, как машина начинает себя вести, заблокированную, с открытыми дифференциалами. Ну, тоже, наверное, по этому вопросу запишу отдельное видео запишу, потому что это тоже такой вопрос довольно обширный, и нет смысла стараться уместить все в одном видео. Так, да, еще здесь момент есть такой. Давайте я скину по умолчанию, ну давайте где-то 70 назад, 0 вперед и центральный, пускай будет 10. И, да, здесь еще есть такая площадка, то есть мы здесь можем увидеть различные поверхности типа. То есть они, конечно, еще экспериментальные, то есть коэффициенты надо еще будет смотреть, подбирать. Вот, то есть первый вот это гравий, следом идет снег, это снежок у нас. Так, асфальт. Ну, это типа какая-то рыхлый грунт, типа почвы какой-то. Это у нас трава. Ну, это лед. И, по-моему, песок. Да, видите, колесо у нас провалилось. Вот. И еще есть такой момент, что когда вы нажимаете какие-то клавиши, зажимаете, например, когда вы находитесь в одном из автомобилей, да, ну, давай, допустим, я сделаю сейчас, заблокирую полностью задний дифференциал и переброшу момент полностью назад. Ну, то есть я, например, вот так вот делаю пончик, нажимаю клавишу 2. Вот, и видите, то есть как бы залипает
клавиши управления как бы залипают и сигналы продолжают, то есть так как я не фризю автомобиль второй, то есть он продолжает рассчитывать, все физические расчеты продолжают, значит, происходить. Да, клавиша V это поменять камеру активную. Вот, и мы видим, у нас наш Subaru тут нарезает, значит, кончики. Можем с ней пободаться немножко. Так, ну это у нас грузовик тяжелый 6х6 с колесной формулой, то есть у него все колеса ведущие, 3 оси. Здесь то же самое, то есть мы можем клавишей Insert Delete, единственное, что здесь мы не можем распределять моменты в разных пропорциях, мы можем просто подключить, либо отключить переднюю ось, вот, также клавишей Insert Delete. Вот. Хотя, по-моему, на самом деле у этого грузовика нет даже и такой возможности. То есть у него постоянный привод на все колеса. Ну, я просто сделал такую возможность. Так, Home End также переключает, то есть мы можем выбрать один из раз, два, три, четыре, пять. У нас тут 5 дифференциалов. Да, тут целая куча. То есть три межколесных и еще 2 межосевых. То есть главный дифференциал между передней и задней телегой и один еще в задней телеге. То есть того 5 дифференциалов. Тоже можем здесь менять степень блокировки. И да, page up, page down, то есть меняется степень. То есть вот таким образом. Ну, то же самое с грузовиком, то есть я могу вернуться контроль вернуть над импрезой. Вот, и грузовик у нас продолжает ездить благополучно. Так, ну, давайте последний вам уровень еще покажу. Тильда нажимаем Open. Последний уровень будет у нас вот так называться. Brands, подчеркивание снизу, Hatch. Ну, конечно, это очень громко сказано, Brands Hatch, то есть это пока очень сырой такой вариант еще. Вот. Некое подобие, скажем так, довольно грубое пока что. Ну, в принципе, здесь ничего особенного в плане того, что каких-то новых фич здесь нет. Вот. Это такой же у нас класс, как и в предыдущем уровне. То есть наш импреза это полноприводная. И вы видите, у нас слева здесь то же самое все доступно. То есть также мы можем менять распределение крутящего момента между осями и блокировки дифференциалов менять. Вот, то есть я сейчас, например, проеду один круг на дефолтном варианте. Немножко чувствуется недостаточная управляемость, когда у нас распределение близко к 50 на 50. Вот, я сейчас проеду на таком сетапе. А в следующий круг, наверное, сделаю более такой заднеприводный, что ли, расклад. Да, вот я чувствую, что машина еще требует настройки для такого полноприводного варианта. То есть недостаточно управляемость довольно остро ощущается. Хотелось бы, чтобы машина была чуть более верткая. Ну, может быть, жесткости, латеральную жесткость покрышек чуть-чуть можно убавить. Машина станет более податливая.
Да, здесь если вы куда-то вылетаете, не можете вернуться на трассу, тоже нажимаете кнопочку R и автоматически идет перезагрузка. Так, давайте, значит, мы настроим сейчас на более заднеприводный сетап, что ли. Так, немножко убавлю момент до 300 и сделаю 20 на 80, я думаю. Блокировочку, я не знаю, поменять. Больше, да, я думаю, наверное, 30% должно хватить. Да, вот можно стало теперь подрифтить. Эти машины уже сама просится. Задок начинает заносить под газом. Оп. Размотала. Да, видите, машина бочком лучше ставится, когда больше момент на задней оси. Ой, проморгал. Очень, да, тут, конечно, еще машину настраивать надо и учиться ездить. Ну вот, в принципе, наверное, и все. Буду закругляться. Вот, ссылку на скачивание, значит, демки, естественно, я оставлю в описании к видео. Наверное, я дам даже несколько ссылок, то есть, чтобы скачать можно где... По одной ссылке можно будет скачать одним архивом, прям большим. Вот, а у кого, может быть, какие-то проблемы со скачиванием больших файлов, например, да, если слишком тяжело, ну, бывает медленный интернет, то я дам разбито на несколько частей, на 5 частей, значит, ссылки на 5 архивов. Вот. Спасибо за внимание, значит, пишите комментарии, там, пишите свои ощущения, пожелания, что понравилось, что не понравилось, какие там какие-то вещи я в будущем буду стараться, в общем, исправлять, прислушиваться к вашим пожеланиям. Спасибо еще раз за внимание и до скорых встреч.